Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами делаем лепнину. Покажу, как и из чего я ее делаю, какую глину использую, и, конечно, покажу новый молд. Вот такой милый мишка. Все ссылочки оставлю под видео. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Для сегодняшней работы мне понадобится глина. Я использую глину Креал Deon Dry. Раньше у них была вот такая упаковка, сейчас они поменяли ее на такую. Здесь 1 килограмм. Мне часто спрашивают, где глину достать. Глина голландского производства, я сама покупаю ее в Швеции. Также эта глина есть в упаковке 500 миллиграмм. Мне понадобятся молды. Вот здесь я уже поработала, вы видите, они немножко грязненькие. И вот у меня появился новый молд, вот такой очаровательный мишка. Конечно, тоже покажу и ссылочку на него оставлю. Я беру немного глины и разминаю ее в руках. Она становится более мягкая, хотя она и так очень податливая. И затем беру и просто заполняю молд. Вот вы видите, очень легко заполняется. Вот так по чуть-чуть. Полностью я его заполняю. И также сделаю второй молд. Сегодня мы будем делать вот такую двойную рамку. Очень красиво смотрится на шарах, если вы видели. Вот, так что покажу, как это сделать. Вот вы видите, я заполнила молд. Теперь беру немного воды, чтобы у меня рядом было. И вот сначала зачищаю все самое крупное. Лишнее убираю. Можно использовать карточку банковскую, тоже очень хорошо работает. Теперь беру немного воды, смазываю. Много не надо, чтобы у нас все скользило. Беру карточку или шпатель, все равно. И вот зачищаю. Вот вы видите, как все идеально зачищается. Если где-то вы видите, что вам чего-то не хватает, берем и добавляем. И, конечно, все зачищаем. Чем лучше вы зачистите, тем аккуратнее у вас будет глина. И сейчас я заполню второй молд. И если вы не работаете с глиной, то обязательно помещайте ее в любой пакет, иначе ваша глина высохнет, и в следующий раз будет трудно с ней работать. Мои молды заполнены. Вот этот молд я всегда вытаскиваю снизу, он так лучше вытаскивается. И в морозилку я его не помещаю. Вот немножко пристукиваю, и вот таким образом медленно все вытаскиваю. Аккуратно, если надо, поправляю пальчиком. И все вытаскиваю. Вот что у меня получилось. Также поступаю со вторым молдом. Вот вы видите, все хорошо вытаскивается. Теперь беру форму, на которой у меня будет располагаться лепнина. И располагаю вот так более-менее, чтобы все у нас соразмерно смотрелось. Если где-то что-то надо, вытягиваем. Ну, уже вроде бы все вот так ровно, красиво легло. Посмотрите, как красиво все это смотрится. И, конечно, нам что-то надо придумать в серединку. Можно ангела, можно бантик, можно мишку. И сейчас сделаем мишку. Покажу, какой очаровательный получается. Также беру глину и заполняю.
Мишка очень такой молод, я скажу, что легко все из него вытаскивается. Это, наверное, сейчас будет в коллекцию моих фаворитов. Также все заполняем, лишнее убираем. Берем немного пальчиком водички, добавляем и все выравниваем. Если где-то надо, добавляем снова. Вот тут у меня ушко. И все аккуратно зачищаем. Еще раз надавливаем. И все зачищаем. Все мы зачистили. И теперь можно мишку вытаскивать. Вот, посмотрите, какой очаровательный мишка. И можно его или сюда, или ангела. Это уже по желанию. Такая форма, как ангел. Я помещаю его в холодильник, лучше в морозильник, чтобы немножко он как бы сцепился и можно было его... Вот он у меня не заморозился, поэтому я сейчас аккуратно буду его вытаскивать, чтобы ничего не повредить. Вот вы видите, как я стараюсь. Вот. И вот у меня, посмотрите, какой ангелочек. И сердечки у меня будут украшены ангелами. Вот такая красота получается. Конечно же, лепнину надо высушить. И затем, если вам надо, по желанию, покрасить и покрыть лаком. И мне часто задают вопрос, почему я крашу лепнину, желтеет ли она. Нет, эта глина не желтеет, но я крашу потому, что получается более насыщенный белый цвет или цвет, который мне надо придать. Моя лепнина готова. В этом комплекте у меня ангелы и медвежата. Также у меня будет обтянута в этом же цвете верхушка. Покажу вам все, как сделать аккуратно и как украсить. Лепнина у меня будет покрашена жемчужно-белой краской. В следующем видео покажу. И, конечно, у меня все будет покрыто лаком. Это у меня спрей-лак. Можно купить, я не скажу, что этой же фирмы. Любой другой в строительном магазине продается. И также я немножко подкрашу лепнину вот такой серебряной краской. Как раз у меня здесь серебро. И, конечно, у нас будут бантики. Вот, бантики мы уже с вами такие делали. Ссылку я оставлю. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился и был полезен. Возможно, что-то я повторяю, но появляются новые подписчики, и, конечно, они тоже хотят знать, как я все это делаю. Творческих успехов вам, хорошего настроения и до скорой встречи. Не забывайте подписываться на канал, нажать колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. В следующем видео мы с вами все будем красить и покрывать лаком.